такое долгое видео, что боковой свет отрубился. Художественное образование в России. Что с ним не так? Или так? Почему я потратила 13 лет на обучение? Сразу поясню. Когда я поступала, интернет еще не был так развит. Да, я такой древний динозаврик. Не было всяческих курсов, бесконечного количества онлайн-школ. Единственное, как ты мог получить художественное образование, это пойти в художественную школу, затем в художественное училище и в художественный вуз. Если ты, конечно, доживешь до этого. Не то, что сейчас можно получать образование из дома. Можно купить 2-недельный курс, где тебя научат рисовать. Я вам еще расскажу свое мнение о таких курсах. В этом видео я расскажу свой путь художественного образования до эры бесконечных школ и курсов. И в конце видео, как обычно, поделюсь советом, что бы я делала, если бы мне пришлось поступать сейчас. Поговорим о плюсах и минусах художественных учебных заведений и стоит ли туда вообще идти. Начнем сначала, а именно с художественной школы. Мое обучение в художественной школе длилось 4 года. Поступила я туда, когда была в 8 классе и закончила, когда выпускалась из 11. Так как это было достаточно давно, все, что я помню в художественной школе, что там было более свободно, чем в других моих учебных заведениях. Да, конечно, нас учили правилам построения, у нас были основы композиции, цветоведения и даже скульптура. В художественной школе тебе, в принципе, дают больше свободы, потому что ты, по сути, еще ребенок. И для большинства художественная школа — это для общего развития. Не факт, что, закончив художественную школу, ты пойдешь поступать дальше на художника. Поэтому в художественной школе было больше свободы, меньше требований и, по-моему, даже вообще не было просмотров, насколько я помню, потому что просмотры тот еще стресс. В общем, художественная школа запомнилась мне тем, что я ходила туда после школы, а там было весело, и мы рисовали либо постановки, то есть натюрморты, либо работали над темами, что-то типа «Мой лучший друг-питомец», ну вот в этом роде. Нам попутно что-то рассказывали о композиции, цвете, но все это было так на лайте, чтобы не перегружать бедный детский мозг. Но, однако, художественная школа является хорошей основой, потому что я недавно разгребала свои работы и нашла работу, с которой я поступала в художественную школу, и ту, с которой я выпустила. Естественно, разница между ними колоссальная. Так что эти 4 года явно не прошли даром. Так что художественная школа, как ни крути, это хорошо, даже если просто для общего развития. Когда все мои одноклассники пошли поступать в институты, причем на технические специальности, я пошла поступать в художественное училище имени Грекова в Ростове-на-Дону. Я вспоминаю это время как самое классное за все годы моего обучения. Серьезно, мне даже в академии не так нравилось, как в училище. Во-первых, в это время еще не произошло реформы образования. И училище было тем местом, где большее количество часов уделялось именно рисунку, живописи и композиции. А общеобразовательных предметов было очень-очень мало. И таким образом мы получали максимум именно художественного образования, а не просто каких-то общеобразовательных предметов для галочки. Я училась на специальности живопись, а именно станковая живопись. По итогу я художник, живописец, преподаватель, станковист. Ну, я могу преподавать, чем, видимо, я теперь и занимаюсь на Ютубе. Обучение длилось 4 года и 10 месяцев. Ну, будем считать это за 5 полных лет. Иногда смотришь на свой диплом и думаешь, боже, я все это изучал, нифига не помню. Все как в тумане. В училище ты сразу попадаешь к определенному преподавателю. То есть этот преподаватель набирает группу, и фактически он ходит на экзаменах и смотрит, и набирает себе учеников. Мне очень повезло с преподавателем. Она была выпускницей Санкт-Петербургской академии художеств. Собственно, от нее и узнала, что существует такая академия. И вот как раз-таки на моменте попадания к определенному преподавателю и включается немножко рандомайзер. Ты можешь попасть к хорошему преподавателю, который дает много полезной информации, который старается, ставит интересные постановки, потому что он сам имеет хорошие навыки и хочет с тобой этим делиться. Но также ты можешь попасть к преподавателю, который не такой щедрый. Некоторые даже специально узнают, кто набирает в этом году, и решают, будут ли они поступать в этом году. Но всегда был вариант перевестись с факультета на факультет. Это существует даже в художественном мире. Что делала моя лучшая подруга по училищу. Люба, привет. Она вообще перевелась с костюма на живописный факультет. Так что перевод с факультета на факультет возможен, как и в обычных институтах, но в художественном, возможно, вас попросят показать какие-то дополнительные работы или даже могут назначить вам экзамен, чтобы удостовериться, что вы готовы к этому новому факультету. Итак, что было хорошего и не очень хорошего при обучении в училище? Как я уже сказала, огромное количество часов уделялось именно рисунку, живописи и композиции. Мы все время рисовали, все время практиковались, и это было классно.
Наша преподавательница всегда ставила нам очень интересные постановки, несмотря на то, что ресурс училища достаточно ограничен и имел небольшой методфонд. Но даже при таком неказистом выборе она умудрялась придумывать интересные сочетания, иногда даже отстраивать целые комнаты. Очень много приятных воспоминаний именно о постановках. Например, однажды мы рисовали настоящих вареных раков. То есть это был не муляж, где бы мы нашли бутафорию такого качества. Мы купили свежих раков, сварили их и поставили на постановку. Несколько дней все было отлично, но потом они, конечно же, начинают попахивать. У всех разная скорость. Кто-то в группе рисует быстрее, кто-то медленнее. Постановка не убирается до тех пор, пока большее количество учеников ее не завершило. Для тех, кто завершает постановки раньше, иногда рядом ставят другую постановку, если есть место. Но если места нет, то ты занимаешься композицией, доделаешь рисунок или вообще делаешь какие-то свои дела и ждешь, пока твои одногруппники закончат постановку, чтобы ее убрать и поставить новую. Я была в числе тех, кто заканчивал постановки очень быстро и ждал остальных. Мы держали раков в морозилке, доставали и ставили на постановку. Но когда они начинали оттаивать, запах был просто сногсшибательный. У нас был еще один подобный натюрморт со свежей рыбой. Мы купили рыбу, тоже держали ее в морозилке. Она была не вареная, просто свежая. Но, естественно, запах от нее тоже был через пару дней. Это был классный опыт, о котором я до сих пор помню. И, собственно, один из минусов — это то, что у училища нет постоянной натуры. Мы приглашали позировать своих знакомых, знакомых. Кто-то соглашался за небольшую плату. Иногда нам позировали ребята из других групп, скульпторы или дизайнеры. И это был, конечно, минус, потому что иногда натура не приходила, иногда мы сидели совсем без натуры, и, возможно, мы бы больше практиковались в рисовании людей, если бы у нас была постоянная натура. Когда совсем некого было рисовать, могли садиться друг за другом все одногруппники. И ты, конечно же. Но я, по-моему, никогда не позировала. Так, перейдем к тому, что мне не нравилось в училище. Это темы композиций. Да, классическое художественное образование подразумевает, что вы рисуете классические темы композиций. Что-то из разряда Великая Отечественная война, Тихий Дон, потому что мы все на Дону, это же Ростовское художественное училище, и какие-то более классические вещи. Но когда тема была более-менее свободной, что-то типа «Мой город», ты не мог принести что-то прям сильно свое. То есть это должно было быть более классическое изображение. Если среди твоих эскизов была какая-то необычная композиция, ее, естественно, отодвигали и брали более классический вариант. Иногда тебе откровенно что-то запрещали рисовать. Или, что хуже, из твоих эскизов выбирали тот, который ты рисовать совсем не хотел, но преподаватели считали, что это хороший вариант и настаивали именно на нем. А у тебя совсем душа не лежала к этому варианту. И да, это обучение. Если представить себе вариант такой, что, допустим, ты показал эскизы заказчику, и он выбрал тот эскиз, который тебе меньше всего нравится, но заказчик платит, и ты должен разработать именно этот эскиз. Я помню, что композиция не была моим любимым предметом. Как раз из-за того, что на этом предмете уж слишком нужно было следовать правилам. И были слишком строгие рамки, касаемые темы. Мне до сих пор снятся кошмары, что нужно было сдать эскизы композиции, а я ничего не сделала. По сути, композиция — это то, ради чего мы вообще учимся рисовать, для чего нам преподают рисунок и живопись, чтобы потом мы вышли в свет и рисовали именно композиционные творческие работы. То есть получается, что для кого-то ограничение темы может в дальнейшем отбить желание рисовать свои творческие работы. Еще один негативный аспект — это просмотры. Просмотр — это как экзамен, на котором ты показываешь все свои работы. Вся группа вывешивает работы полосами друг за другом. Таким образом, также видно прогресс группы и кто послабее, кто посильнее. И что здесь бывает травмирующего? Да все. Допустим, ты смотришь на свои работы, и они тебе нравятся. И твой преподаватель сказал, что они достаточно хороши. Но вот приходит просмотр, и комиссия ставит тебе не самую лучшую оценку. Или не ту, на которую ты рассчитывал. А твоему одногруппнику, которого работы не так хороши, он вообще прогуливал, забивал, половину не сделал, а ему ставят почему-то хорошие оценки. И ты стоишь тут такой, думаешь, что вообще происходит? И это, конечно, демотивирует. Вообще, зная я, что знаю сейчас, я бы себе посоветовала немножко забить на просмотры в плане оценок. Если работы получили не ту оценку или какой-то член комиссии высказался не так о моей работе, я бы посоветовала себе вообще не принимать это близко к сердцу. Весь просмотр проходит за закрытыми дверями, но потом твой преподаватель может передать тебе некоторые слова комиссии, если считает, конечно, это нужным, для того, чтобы ты улучшил свои работы. Например, кто-то из комиссии считает твои работы мыльными или живопись грязной. Но на самом деле это такая вкусовщина.
Пришло человек 5-6 комиссий, и у каждого свой вкус. Они смотрят на твои работы, кому-то нравится, кому-то нет. Даже если взять за основу, что сама работа у тебя выполнена хорошо. Просто сегодня такое стечение обстоятельств, что комиссия решила поставить тебе оценку пониже, чтобы ты лучше старался. Еще бывает, что занижают тебе оценку, потому что ты как человек не нравишься. Такое тоже бывало. А некоторым ученикам-активистам ставят оценку, потому что он просто милашка и нравится всем. Что еще мне не очень нравилось в училище, так это пленэр. Да, я живописец, который не любит пленэр. Пленэр или летняя практика. Вообще для меня это был большой минус, потому что это была обязаловка. Но потом оказалось, что есть возможность на него не ездить и заниматься пленэром самому дома, и потом просто приносить работы. Так я сделала в последующие годы. Так, первый пленэр я пропустила, уж не помню почему, и сдала его не очень хорошо, потому что я работала сама и не совсем понимала, что требует от тебя комиссия. Пленэр второго года проходил у нас на выезде в станице Раздорская. И все это происходит за свой счет. То есть вы едете туда за свой счет, снимаете там какое-то жилье, приезжаете туда с холстами, тюдниками, красками. Все это совершенно за свой счет. Живете какое-то время и ходите, пишете местные красоты. Вот моя подруга обожает просто пленэр, до сих пор на него ходит, и я вместе с ней, но просто чтобы поболтать. И заодно отгонять всяких прохожих. Можно вообще отдельное видео снять про приколы на пленэре, но так как я не люблю пленэр, я не буду снимать такое видео. Или буду. Как раз потому, что я его не люблю. Минусы пленэра. Комары кусают, солнце палит, люди тебе всякие ходят. Вот поэтому я и не ездила на пленэры. Короче, не моя эта тема, пленэры. Ну, в общем, из минусов училища это, скорее всего, все. Плюс художественное училище, в котором я училась, то, что мы выходили сразу художниками-преподавателями. И фактически сразу имели право преподавать в какой-нибудь художественной школе или даже в училище, если, конечно, нас бы взяли. Это огромный плюс, потому что когда художник выпускается из учебного заведения, он как новорожденный, он не знает, что ему вообще делать дальше. Никто не рассказал, что делать дальше. Хотя, выпустившись из училища, я четко понимала, что нужно, скорее всего, идти в академию или как-то продолжить свое обучение. Из училища ты выпустился, и у тебя такой расклад. Либо ты идешь дальше, поступаешь в академию, либо ты идешь преподавать на какие-нибудь курсы или художественную школу, попутно занимаешься своим творчеством, каким-то образом продвигаешься дальше. Но почему-то, когда ты выпускаешься из академии, у тебя нет такого четкого плана. Кстати, многие мои одногруппники из училища стали в итоге именно преподавать, потому что если ты остаешься в классическом художественном искусстве, то единственный вариант, как ты можешь получать постоянный доход, это именно от преподавания, потому что продажа работ, она нестабильна. Кстати, я не сказала о тех, кто не доучился и бросил. Примерно на 3-м курсе обучения, либо по каким-то личным обстоятельствам, либо просто поняли, что это не их тема. И, если честно, что дальше стало с этими людьми, я не знаю. Наверное, они живут счастливо, без искусства. Итак, дальше мы поговорим про Академию художеств. Вы знаете, что есть люди, которые поступают в Академию художеств 5-10 лет, только на поступление. То есть ты 10 лет ходил вольником, поступал, тебя не брали, и на 10-й год тебя взяли. То есть ты уже практически 2 раза мог закончить академию. Такие случаи для меня за гранью понимания. Если вы не знаете, кто такие вольники, это люди, которые договорились с каким-либо преподавателем ходить в группу студентов или в группу тех, кто ходит на подкурсы. Им там тоже иногда уделяют какое-то внимание. Они в основном ходят именно на рисунок, живопись и композицию. Если места есть, им разрешают вместе со всеми писать постановки. Им дают как бы просто наблюдать и слушать, что говорит преподаватель другим. Это, кстати, тоже может являться очень хорошим бустом обучения. Но вольники — это люди без официального статуса студента или подкурсника. Конечно, у каждого свои предпочтения. Возможно, человек хочет именно вот этот вот статус, что он обучается в Академии художеств, или в Строгановке, или в Академии Глазунова. То есть людям нравится сама эта идея, что они являются студентами какого-то привилегированного художественного вуза. И я скажу честно, когда мы обучались в училище, это действительно была практически мечта всех одногруппников, потому что там высшее учебное заведение преподносилось как что-то божественное, что там учится какая-то элита элит. И если вас туда взяли, то вы просто золотой билет вытянули. Но как не считать себя элитой, если ты учишься в заведении, где учился сам Репин и все знаменитые русские художники? Но вот в чем дело. Мест мало и берут совсем немногих.
На самом деле я бы вам посоветовала, если это не ваша самая голубая мечта учиться в каком-либо художественном вузе, не тратить на поступление больше 3-4 лет, это уж точно, а лучше 2. Как в итоге поступила я? Я решила, так как все говорят, что в академию не берут с первого раза. Да, с первого раза никого не берут, и это является таким дополнительным экзаменом. То есть, если ты действительно хочешь поступить, ты придешь и на следующий год. И в этом, возможно, есть смысл, потому что количество бросивших в училище достаточно большое. Академия, она старается отсеять тех, кто просто так решил зайти на огонек. Я решила так: я пойду на заочное, на искусствоведение, и посмотрю на всю эту кухню изнутри. Потому что я буду ходить на сессии, я буду находиться в академии, я найду там себе знакомых, я расспрошу, что да как. И потом, если мне очень захочется, пойду на подкурсы и на следующий год буду поступать. А искусствоведение, естественно, брошу. Кстати, я так хотела проникнуть именно внутрь академии, что я устроилась туда работать. Я работала в книжном магазине, который находится в холле Академии художеств. Там продаются книги по искусству и книги преподавателей академии. Возможно, именно это сыграло такую большую роль, потому что когда ты просто приходишь в академию вольником или на подкурсы, ты такой всем этим очарован. А когда ты именно работаешь в академии и видишь, как там что происходит, и какую-то внутреннюю кухню, то тебе уже не кажется это все таким волшебным. Со мной, кстати, поступал мой одногруппник, и он поступил только на 2-й год. То есть 1-й год он не прошел на подкурсы, целый год ходил на подкурсы, и на следующий год уже поступил. А для того, чтобы поступить на искусствоведение, нужно было сдать экзамен по истории искусств, который для меня оказался достаточно легким, потому что в училище нам очень хорошо преподавали историю искусств. Можно сказать, что после рисунка, живописи и композиции именно историю искусств нам преподавали лучше всего. Экзамен — это список вопросов по картине. Ты тянешь карточку, на которой изображена картина, и ты должен знать автора, кто изображен или что там изображено. Как сейчас помню, у меня был какой-то гусар. Но не помню ни художника, ни ничего больше. Все предметы у нас были в основном это история искусства разных эпох и стран. Еще у нас были всякие анализы произведений, нас пытались научить писать. И самое интересное, что у нас также был рисунок и живопись. Это делается для того, чтобы искусствоведы как бы тоже почувствовали себя в шкуре художника. На этих уроках у нас как раз выяснилось, что большинство группы — это те, кто закончили либо художку, либо училище и решили дальше не идти по художественной специальности, а поступить на искусствоведение, чтобы получить высшее образование. Обучение на искусствоведении сначала мне достаточно нравилось. Там давали интересные углубленные моменты. Но дальше, естественно, поняла, что все это не мое. Но бросать не стала и решила все-таки доучиться. Ну а почему я не стала поступать на художника? Это как раз потому, что я увидела для себя очень много минусов. Первое и ключевое — то, что тебя после выпуска как будто бы выталкивают на улицу совершенно голым. То есть ты можешь тоже как бы пойти преподавать в мастерской, пойти обучаться дальше, но по сути, академия учит тебя, но не дает тебе знаний, как свое искусство продвигать. Даже в училище у нас был предмет, назывался «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», где преподаватель нас учил, как правильно составлять договор для выполнения заказа на картину. Это было очень полезно и в будущем мне помогло, когда я пошла работать на фриланс на Upwork. Мне кажется, академии уже давно пора вести предмет что-то типа ведения социальных сетей для художников или как продвигать свое искусство. Поняли, что это в этом ключе. Тебя учат только хорошо рисовать, а потом что с этим делать тебя никто не учит. А это тоже очень важно. Под академией не стоят тонны заказчиков, которые хотят заказать у тебя картину. И работодатели не стоят, которые говорят: пойдем, будешь у нас рисовать. Я знаю, что в некоторых игровых студиях у нас даже немножко порицается, если ты из академии. Их считают такими слишком традиционными и разводящими грязь, а CG любят такие яркие цвета, поэтому те, кто академисты, их иногда даже гнобят в студиях. И самый огромный минус академии — это то, что она может убить твою индивидуальность. Ты станешь настолько порождением академии, что каждый, кто посмотрит на твою работу, сразу скажет: о, ты выпускник академии. В академии дают очень сильные приемы. Композиционные, цветовые и стилистические. Они настолько хороши и удобны, что есть соблазн взять эти приемы и дальше совсем не развиваться самому. Поэтому иногда выпускники академии очень похожи друг на друга, потому что они выучили этот очень удобный прием,
который отлично работает, и сверх него как бы уже больше ничего не нужно. Зачем изобретать велосипед, если он уже есть? И зачем искать как что-то другое, если у тебя уже есть отличные работающие приемы? Единицы вырабатывают какой-то свой уникальный метод на основе этих приемов или вообще полностью отходят от них. Также в академии после 2-го курса на 3-й курс ты себе выбираешь мастерскую, которую ведет определенный мастер, художник. То есть, по сути, ты выбираешь стиль этого мастера, как он пишет работы. Но вот вопрос, а если тебе никто не нравится из преподавателей? Тебе придется идти в мастерскую просто потому, что нужно идти хоть в какую-то мастерскую. Или очень часто бывает, что тебе нравится определенный мастер, но в эту мастерскую тебя не берут, потому что ты слабоват или недостаточно мест. И снова тебе придется учиться там, где тебе не нравится. Но я думаю, это больше мое мнение насчет мастерских, потому что я такой человек, который наоборот любит заниматься всем. Я не ограничиваюсь только живописью. Я люблю графику, смешанные техники, я люблю CG. У меня слишком широкий охват интересов, поэтому вот такой узкий выбор чего-то одного — это для меня огромный минус. Кстати, я думаю, что нужно выпустить 2-ю часть этого видео, что я делала после выпуска из академии и как я пришла в ту точку, в которой я сейчас. Ну, заодно описать весь мой опыт работы, как я перепробовала все от книжной иллюстрации, которую печатали в Лондоне, до концептов фильмов, которые снимали в Лос-Анджелесе. Чем я только не занималась. Если вам интересно, напишите мне в комментариях, и я обязательно сделаю такой ролик. Продолжим про академию. Также я, в принципе, разочаровалась в этом очаровании академии. Разочаровалась в очаровании. Где-то на курсе 4-м я даже подумывала бросить обучение, потому что я увидела, что в искусствоведении все так же слишком закостенелое отношение ко всему. То, что раньше меня очаровывало, это приверженность традициям, стало раздражать. И не подумайте, что я прям не люблю академию. Я наоборот горжусь, что в нашей стране есть такой оплот традиционной школы, и такие оплоты традиционного искусства должны оставаться, потому что, по-моему, сейчас только в России осталась традиционная художественная школа, в остальных местах уже она более современная. Просто меня CG очаровала, я забыла обо всем академическом. И вот мы переходим к 3-й части этого огромного видоса. Что бы я делала, если бы мне сейчас нужно было поступать на художника? Скажу сразу, несмотря на то, что я назвала так много минусов традиционного художественного образования, особенно в академии, я не считаю хорошим вариантом все эти курсы и школы, которые растут как грибы после дождя. Возможно, среди них есть что-то стоящее. И, возможно, где-то дают действительно хорошую информацию. Я знаю, что в некоторых таких школах преподают как раз-таки бывшие выпускники академий и училищ. Но вот это вот все за 2 месяца мы научим вас рисовать в CG или не в CG, неважно. Существуют основы, которые должны быть изучены для того, чтобы вы на уровне выполняли свои работы. И за 2 месяца с нуля вас этому не обучат. Да, сейчас очень много информации, вы можете найти ее везде. Вы даже сами можете составить себе план обучения из бесплатных лекций на YouTube. Не обязательно вообще идти на какие-то курсы или в художественные заведения. Но так как сейчас процветает всякое инфо-цыганство, нужно очень избирательно подходить к тому, что вы выбираете для обучения, а также к выбору ментора. Я считаю, что художественное образование все-таки требует достаточно много времени. Опять же, смотря какой у вас уровень. Возможно, за 2 года вас научат всем основам, которые дают в училище просто без дополнительных предметов. А дальше только практика, практика и практика. Но помните, художник учится всю жизнь. Это не просто фраза, это действительно так. Если вы сейчас задумываетесь о художественном образовании или образовании ваших детей, если речь идет о ребенке, то, конечно же, лучше сначала начать с художественной школы, а дальше посмотреть училище, не училище. Но художественная школа — это действительно хорошая база. Если вы уже взрослый человек, в мире сейчас достаточно много информации, которую вы можете найти самостоятельно или приобрести какие-то курсы, или завести себе учителя, который будет проверять ваши работы. Но обратная связь в любом случае вам нужна. Причем обратная связь не просто от таких же учеников, как вы, а действительно хорошего мастера. Кстати, вот напишите о своем опыте. Вдруг кто-то из вас тоже закончил художественный вуз или училище и теперь жалеет или не жалеет об этом. Расскажите, как это было у вас, и напишите, согласны вы с тем, что я тут наговорила или нет. Столько всего наговорила, а как поступила я, что-то не сказала, по-моему. Ну, в общем, если бы я была взрослой, и мне нужно было бы сейчас какое-то образование, скорее всего, я бы нашла себе
либо курсы, либо человека, у которого я хотела бы учиться. То есть, чтобы сэкономить время, я занималась бы, во-первых, очень много самообучением, также нашла бы преподавателя и, возможно, какие-то курсы, возможно, даже зарубежные, ну, смотря чем вы хотите заниматься, CG или традиционным искусством. Уже зависит от того, как бы у меня получалось, какие были бы у меня успехи, я бы корректировала свой курс. Но что обязательно из этого, что я бы нашла человека, который давал бы мне обратную связь. Возможно, в определенные моменты это были бы разные люди. Сначала один человек, который учил бы меня азам, это был бы более традиционный какой-то художник. Потом, возможно, когда я уже перешла к более творческим работам, это уже был бы какой-то более современный художник, CG или вот что-то в этом роде. Подведем итоги. Я не сожалею о столь долгом обучении, потому что столь долгое обучение привело меня к этой точке, в которой я нахожусь сейчас. Я сейчас могу анализировать и выдавать какие-то свежие мысли, не те, которые прочитала в учебнике про композицию, рисунок и живопись, а именно мои мысли, которые сформировались благодаря тому, что я много лет применяла те знания, которые в меня вложили во всех моих учебных заведениях. Может, мне свою книгу написать? И я даже не жалею об образовании искусствоведа. Ладно, диплом искусствоведа у меня все равно заберут после того, как я Рембрандта с Рубенсом перепутала в видео про композицию. Ну ладно, пусть забирают, все равно мне красные не дали. Пока.